э, воскресенье. Сегодня состоялся показ по программе всероссийского телевидения одного из наших контактов. Скажите, пожалуйста, вам это известно, что сегодня состоялся такой показ по телевидению? Мы говорили вам, что все, что известно вам, мы поняли, что вам это известно. Скажите, как вы оцениваете состоявшийся показ? Должны оценить вы, не мы. Мы говорили вам, что нас не интересует это. Но мы еще не знаем, как это откликнется на наших контактах, поможет ли это нашим контактам. Зависит от вас. Если вы боитесь, будет вам страх. Если нет, что может случиться с вами? Нет, мы не боимся. Мы ждем помощи от наших коллег и, может быть, повысим уровень наших вопросов и получим более интересные ответы даже. Да, и Баргут тоже. То есть вы ожидаете и какие-то препятствия в этом появятся, да? Вы не видите их? Ну, в принципе... Вся же ваша жизнь пошла гладко, в вашем понятии. Нет, конечно. И вы будете бороться с коллегами и будете бороться с собой. Спрашивайте далее. Хорошо. Вообще, нас очень интересует, мы так и не добились понимания, кто же должен среди нас быть четвертым. Мы все ожидали, что мы сумеем это вычислить и отсюда получить более высокий уровень вопросов. Пока это не получилось. Вы тоже видите, что мы бессильны помочь? Нет. Вы не бессильны, но бессилен ваш разум. Мы говорили вам, что вы хотите найти сознание. И говорили вам, вначале не найдете им. А мы все-таки пытаемся разумом. А надо чем? Душой, сердцем? Ищите. Ну, хорошо. И далее. Это так важно вам найти четвертого. А почему вы не можете найти в себе? Почему вы всегда ищете извне? Почему вы задаете вопросы и ищете готовые ответы? Почему не можете найти в себе? Ну, как-то неожиданно в себе находить еще одного человека. Одного ли? Но если у вас множество, если вы смотритесь, то вы увидите. Вы увидите и ужаснетесь, где же ваше истинное «я». Если каждое мгновение вы другой, в любом положении вы меняетесь. Вы согласны? Да, с этим что можно. Вы разные. Разные дома, на работе и далее, и далее. А где же ваше истинное «я»? Да, это трудно обозначить и определить. Но поиск четвертого человека, не подводил нас логикой к тому, что четвертый может в ком-то из нас заключаться. Логикой. Сознанием. Вы потом, говорим, не найдете. Ну хорошо, это остается больной для нас проблемой. Боюсь, что мы так и не знаю, какое-то осенение должно быть, чтобы мы это получили. Давайте спросим вас, что вы подразумеваете, говоря о осенении, озарило, вдохновении, талант и далее. Что вы называете этими словами? Сознание? Прорыв сознания. То ли... Сознание ли? А чего еще? А вы вспомните, когда бывает у вас ясная голова, и вы в прекрасном сознании, есть ли в это мгновение порывы? Есть ли в это мгновение вдохновение? Есть ли? Да, пожалуй, нет. Не всегда. Почему же? То, что приходит извне, и вы это называете вдохновением, дуновением и чем угодно, не вспоминая Бога. Ну ладно, это ваша проблема. Почему вы все списываете на сознание? Сознание не против получить. Она не отказывается. Она примет любой подарок. Но мы это еще не понимаем, не знаем, почему все это происходит. Мы хотим вот что. Интерес к нашим контактам
есть уже появляется у других групп людей и так далее. И выяснилось, что мы с вами почти год общаемся, но мало все-таки знаем о вас. И вот цикл вопросов таких просим. Первое. Имеет ли ваша цивилизация свое собственное название? И можете ли вы его сообщить нам? Хорошо. Давайте представим. Вы приезжаете в чужую страну и не знаете языка. И вам назовут название, естественно, на своем языке. Вы поймете его? Нет, ну, бывает так, и мы страну и обозначаем по их лингвистическим... Хорошо. Тогда вспомните, если мы не имеем вашей физики, как мы можем произнести слова, ваши слова? И как мы можем дать перевод? Ну, В вообще... данный момент вы же пользуетесь переводчиком. Пользуется переводчиком. Но переводчик не был у нас, в отличие от нас. И когда он придет к нам, увидит нас, может быть, тогда он подберет. Это будет грубо. Он сможет вам передать. Вы же привыкли смотреть название. Одно название дает вам уже направление. Читая книгу, вы читаете название. И прежде книгу. Не нравится название, и отброшена книга. Вы согласны? Да, так В одном случается. слове вы заключаете весь смысл книги. Как мы можем дать вам Это не всегда наше, так. если вы не поймете и будете искажены? И тогда все разговоры наши будут искажены только из одного названия. Ибо ваша психология, ваша, наше иное. Мы приходим к переводчику и говорим его словами. Его. Вяжете вы, мы будем говорить вашими словами. Мы будем пользоваться вашим запасом, вашим. И хотя переводчики имеют гораздо больше слов, мы будем пользоваться только тем, что легче добыть. Ибо легче будет говорить переводчику. Потому не пользуйся терминами. Переводчик их знает их прекрасно. Но термины те, названия. Вы поняли? Ну, не очень, но... Название. Если вы хотите услышать от нас слово, допустим, экстрасенс, это уже будет настраивать переводчик. Мы говорили вам, что не можем владеть и не имеем права владеть им полностью. Если же мы возьмем то слово, то значит мы должны глубже, там, где он спрятал его, там, где окутал его множеством понятий. Мы же берем те слова, что пользуются часто, и потому не нагружены лишними смыслами. А вы поняли? Да, поняли. И причем была мысль, что прежде чем с вами разговаривать на серьезные такие темы, стоит оговорить названия, термины, в которых мы будем говорить. Это справедливая мысль? Мы-то раньше с вами не договаривались по терминологии. Поймите, вы имеете, каждый из вас, свой словарный запас, более или менее, но многие слова для вас являются ключом. Мы проводили вам пример экстрасенс. Под ним вы подразумеваете множество, ибо вы не часто пользуетесь словами теми. И потому является ключом. Ключом. Но мы не хотим войти силой, и потому мы будем вынуждены говорить теми словами, которые вы употребляете часто. Часто, и потому вы не продаете им большого значения. Ну хорошо. Скажите, а какое место вы занимаете среди цивилизаций Земли, если занимаете? Нет. Нет места. Нет места для нас. Как и вам для нас. Понятно. Мы не занимаем. Мы не можем занимать. Если бы мы занимали какое-то место, мы бы тогда говорили бы о физике. Мы же физики не имеем. И если рассматривать, вы не можете увидеть нас ничем, ни любым прибором, ничем вы не можете увидеть нас. Вы не можете увидеть нас никак. Если экстрасенс приходит и говорит вам, я вижу не эти потоки и боли, не верьте ему. Он не может видеть того. Он может видеть только реакцию. Реакцию, которую производит мозг на нас, но не самих нас. Это интересное ваше замечание. Скажите, а вы представляете полевую, от слова поле, или
плазменную форму разумной жизни. Мы говорили вам, что все поля ваши материальны. Физика. Мгм. Мы ответили вам. Ну, понял. Так вы, значит, вообще совершенно В вашем необычный вид понятии энергии. нет названий ваших. И потому мы не можем сказать, как называется мы, какие мы носим имена, и носим ли мы их. Да. Вы привыкли к именам. Ибо имя ваше – название, и по имени вы судите. Мы же не носим их. Не носим по той причине, что мы не имеем физики. И спрашивая о полях, вы невнимательны. Мы не можем иметь полей в ваших понятиях. Мгм. Но у нас есть своя физика. Своя, не ваша. И мы тоже имеем множество тел, и тоже хотим, и тоже идем той же дорогой. То же, что и вы. Мы тоже ищем. Мы не высшие, но не низшие. Мгм. Только потому, что мы не меряем теми мерами, что меряете вы. Мгм. Вы сказали о телах. То есть вы имеете какую-то свободу формы воплощений? И насколько вы в этом безграничны? В вашем понятии мы не имеем тел. А можно сказать и наоборот. Мы имеем множество. Уж мы можем присутствовать везде. И в вашем понятии одновременно. Уж если нет вашей физики, значит нет вашего времени. Значит нет ваших ограничений. Значит мы можем везде существовать или нигде. Все зависит от того, с какой точки вы будете смотреть. Если вы будете наблюдать нас приборами и не увидите нас, вы скажете, что нас не существует. Да. А с другой стороны, вспомните, много ли вы видели хотя бы недавно, не имея всего лишь их приборов? И вы отрицали то. Да, вы справедливы. И если вы скажете, что мы создадим когда-то приборы, чтобы увидеть нас, ошибетесь. У вас есть множество приборов, чтобы увидеть реакцию воздействия на нас, у вас самих, ваших материалов, веществ, природы, ваших тел, вашего мозга, только реакции, Мгм. но не нас. А скажите, действительно ли, что шар – это наиболее частая и энергетически предпочтительная форма существования энергетических форм жизни? У вас – да. Мгм. А у вас не обязательно? А вы подумайте, в вашем понятии Бог совершенен, шар. Да мы не знаем, как Бог выглядит. Подумайте, рассудите логически. Примите ваше сознание. Если вы говорите «шар совершенства», Бог совершенен. Значит, Бог шар? А как же тогда подобие? Поймите, в одной среде хорошо быть шаром, в другой среде можно быть и другим. Все зависит от того, где вы живете. Поймите, вы человек. Неужели вам было бы удобнее быть сейчас шаром? Подумайте. Да нет, нам-то неудобно. Вы совершенны, даже в вашем понятии, вы совершенны для данной среды. Для иной нет. И потому вы меняете тела, меняя миры. Здесь вы человек. Где-то вы будете шаром, а где-то камнем. Где-то будете бесформен, а где-то будете не иметь границ. И где-то вы не будете иметь в вашем понятии тела, и вы будете вашим. Только в вашем понятии. Воздухом, который занимает любое пространство. Все зависит от того, какой мир вы живете, для какой цели. Поймите, если душа главенствует телом, почему тогда тело должно иметь строгие формы, если душа может менять обитель? Спрашивайте дальше. Скажите, а если и каковы средние размеры индивидуума вашей цивилизации, диаметра, допустим? Чем мы измерим вам диаметр? Чем? Да, то есть у вас нет понятия Мы наших... только что отвечали вам, Мгм. что мы можем сказать и назвать вам любые размеры, мы будем правы. Мгм. Любые. Мы можем сказать, что мы имеем микроны, мы можем сказать, что мы имеем тысячи метров, километров, как угодно. И мы будем правы и там, и там. Ибо вы мерите своими мерами, а ваших мер нет у нас. У нас нет физики. Есть только реакции. Реакции ваши. И если что-то в вас
изменится от нас только на микроны, можете сказать, что это наш размер. Если же вы измените многое, тот размер. Все зависит от ваших реакций, от ваших. Измеряйте ваши, измеряйте себя. Тогда вы поймете, каких мы можем быть размеров. Скажите, вот более легкий вопрос. А чем вы питаетесь энергетически? Чем? Да. Но только не физикой вашей. Когда-то мы говорили вам, вы поняли, что мы питаемся эмоциями. Эмоциями, да. Мы не стали отрицать, ибо было легче с вами разговаривать. Но подумайте, если мы не имеем вашей физики, как мы можем питаться вашей физикой? А мы же говорили вам, эмоции ваши тоже физика. Вы согласны? Угу. То есть мы не знаем об Если этих видах сказать энергии. грубо, Так. очень грубо, то вашими реакциями. Вашими реакциями. И потому говорим, будьте осторожны. Если вы примете нас злом, поймите, что мы сделаем зло. Ибо вы сделали это, не мы, вы отреагировали злом. Если вы примете нас добром, вы отреагировали добром. Вы согласны? Это ваша реакция. Да. Мы всего лишь только возбуждаем вас. Все остальное зависит от вас, что в сосудах ваших. Допустим, такой вопрос. Если бы не было контактов между вами и нами, то значит, у вас бы не было пищи? Можно Нет. сделать такой вывод? Нет. Но если вы питаетесь нашими эмоциями. Мы говорили вам, что это грубая аналогия. Грубая. И наше питание, если хотите, ваше понятие, это знание. Знание о вас. Так значит, мы вам все-таки необходимы? Нет. А с какой целью вы тогда идете на контакт? Целью? Может быть, вы приходите? Не мы. Вы зовете. Не мы. Мы были и будем всегда с вами. Мы никогда вас не покидали. Ваше же сознание, а вы ведете контакты только с сознанием. Ибо если вы будете задавать вопросы духовно, мы ответим вам духовно. Мы говорили вам, что придет время контактов, когда не будет переводчика, когда не будет этих движений, когда только мысль. Вы поняли? Да, мы хотели бы дождаться этих времен и выйти на подсознание или что. Вы же, сознание ваше, питается нами, если можно было сказать точнее. Вы жаждете ответов, значит, вы питаетесь, не мы. Да, сейчас... Мы приносим вам пищу, и вы просите нас, не вы. Скажите, есть ли цивилизации раз, один, два, три, 4. Хорошо. Есть цивилизации, которые питаются якобы разницей температур. Их земляне назвали термофагами. Вы не относите себя к такому виду цивилизации? Вы повторяетесь. То есть не относите? Но вы подумайте. Вы говорите опять о физике. Ну, другого просто не знаю. Спрашиваю. Хорошо. Мы выходим на контакт физически. Но вы же отрицаете физику. Как вы можете... А вы забыли о реакции? Где ваша логика? Вы забыли о реакции. Мы приходим, и вы реагируете. Ну, мы прежде Вспомните. чем приходим, мы же вызываем. Допустим, Да. переводчик испытывает какие-то физические свойства, прежде Реакции. чем прийти на контакт. Вы забываете реакцию. Когда вы попадаете под гипноз, вы испытываете физическое? Вас воздействует физически? Подумайте. Когда вы слушаете музыку, на вас воздействует физически? Да. Разве? Ну, можно... Эмоционально, скорее всего. А где ваша душа? Где ваши эмоции? Физика. Да, это физика, но более тонкая физика. И потому нельзя сравнивать. Вы же говорите о тяжелых и о тонких одинаково. Хорошо. Разговор о музыке. Музыка же все равно является физикой. Физика. Происходит колебания воздуха, мы их воспринимаем. Это тоже Прекрасно. же физический процесс. Тогда почему же вам не послушать гул паровоза? Те же колебания. Да. Почему же вам они не нравятся? Так здесь два взаимодействия. Физическое и эмоциональное.
эмоциональный. Совокупность. А что рождает ваши эмоции? Что рождает ваши эмоции? Физика? Или, может быть, порывы души? Что рождает ваши эмоции? Они рождаются сами, Совокупность это- колебаниями воздуха, совокупностью физики? Но Хорошо. почему же тогда одну и ту же музыку могут слушать разными? Почему тела ваши разные, а музыка одна? И воспринимаете одинаково? В каком регионе Земли преимущественно вы обитаете? Мы отвечали вам. Вы повсюду, да, в Солнечной системе, так? Нет. Нет. Мы не можем занимать только Солнечную систему. Мы есть везде. А мы говорили вам и говорили не раз. Нет мест, где нас нет. Ну, а по высоте, на высотах тут тоже нельзя вам говорить, на каких вы, если везде. Мы Получается, находимся везде, но не везде мы можем ощущать себя. Мгм. И вы, находитесь во множестве мирах, но не можете ощущать себя во всех их. Подумайте и рассудите логически. Вы живете в мире физики. Раз, два, три. Вы живете в мире физики и говорите о тонких телах, хотя имеете грубые. Значит, тонкие тела живут среди вас. Значит, вы живете в тех мирах, но не ощущаете того. Вы носите без себя даже те миры, но не ощущаете того. Так же и мы существуем везде. Мы ничем не отличаемся от вас. Скажите, Но как... не можем ощутить тебя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Один, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, Как вы слабы. 6. Как вы слабы. В каком смысле? Любое, что мешает вам, понимаете с агрессивностью. Вот и переводчик ваш агрессивен. То есть он слышит наш разговор и реагирует на Нет. него? Агрессивность его не связана сейчас с вами. Спрашивайте, да. Он сопротивляется вам? Нет. Вы говорили эмоции. Вы порождаете эмоции. И в вас порождаются эмоции не физикой, а более тонкие, более тонкие. Поймите вы это. И это более тонкое ранение. И если вы еще сознание, это хуже, это гораздо хуже. Когда сознание пытается ответить за душу, когда сознание берет роль управителя тела, несмотря на душу. Скажите, каким образом, способом вы общаетесь между собой? У нас нет способов общения. Ваших понятий никаких. Мы же говорили вам, что мы едины. Как мы можем общаться с самим собой, если мы едины? То есть у вас нет разве индивидуальности? Мы так поняли, что у вас есть индивидуальность? Есть. Но вам трудно понять, быть индивидуальностью и быть единым. Если говорить вашим языком, чтобы было понятнее вам, пусть это будет мысль. Столь быстрая, что не имеет измерений. Хорошо. Тут есть группа интересных вопросов жизненно важных. Попробуем их осветить. Скажите, существуют ли у вас родственные связи, дружба, любовь? Да.
Скажите тогда, что главное в вашей жизни и в деятельности? Почему вы не спросите? Если мы едины, какая может быть любовь и дружба? Почему вы не спросите того? Ну так давайте считайте, что мы так спросили. Любовь и дружба, значит, у вас не существует? Существует. Но вы называете любовью что? Ну, это, скорее всего, да, взаимодействие полов. Почему же? Не только. Вы можете любить и свой пол. Да, да, правильно. То есть более высокая грань человеческих чувств. Не будем говорить о телесной любви. А это грубо, и вы не имели. Это. Есть любовь, и вы не можете найти определение ей. Вы не можете понять, что тянет вас, что зовет вас, почему и что вы хотите. Вы называете это любовью. Чем же мы отличаемся от вас, если мы имеем то же? Да, мы едины, но мы имеем индивидуальность. Мы говорили вам это только что. И мы любим. Но в отличие от вас, мы любим себя. В том понятии, что мы едины. И в то же время мы любим другие индивидуумы. Это трудно понять. Трудно, потому что вы, хоть и едины тоже, но вы слишком индивидуальны. Вы не можете понять свое единство. Вы не можете понять, что человек – это ничто. Человечество – да. И потому вы чаще любите себя или кого-то другого, но не любите все человечество. И когда вы говорите «я люблю всех людей», вы лжете. Потому что вам не хватает сил любить всех. Мы же, говорили вам, не имеем противников. Мы не имеем врагов. Угу. А что главное в вашей жизни или в вашей деятельности? Что? Вы можете ответить относительно себя? Ну, Что главное в вас? В вашей жизни? Что главное? ну, наверное, Только не говорите достичь вершин духовных. нет, наверное, творческие какие-то попытки выразиться как-то. Скорее всего, вот это. Вот лично в моей жизни. Дайте, пожалуйста, четкий ответ. Вы можете это сделать? Да нет, пожалуйста. Может быть, вся ваша жизнь в том, чтобы понять, найти ответ на этот вопрос? Скорее всего, так оно и есть. А если, допустим, вопрос так поставить, заставить себя отдать максимальный вклад, который каждый из нас сможет сделать на развитие всего человечества. Заставить? Если вы будете заставить, вы никогда этого не сделаете. Хорошо, не заставить, а сделать Стремиться. что-либо. Что-либо? Что-либо? Вам привести множество примеров, когда делалось множество, чтобы запомниться, чтобы для Нет. всего человечества. Нет. Вы Немного неправильно поняли. хотите заставить или хотите, если у вас есть мысль для всего человечества, значит, вы уже лжете себе. Лжете. Хорошо, не для Вы человечества, возвышаете для себя. общества. Общество, Да. человечество и общество. Вы разъединили. Есть человечество, есть отдельное общество. Обществ много. Среди Много человечества. обществ. Вы говорите «хочу для всего человечества». Мы говорим, что человечество – это одно, единое, а вы еще и говорите «общество». Вы разделили себя на человеков, разделили на общество, касты и так далее. Но у нас Как же вы это- хотите? у нас это Где еще ваше, исходит- ваше доброе намерение, если вы хотите сделать для общества? Другого общества нет. Потом. Так? Но у вас эта цель существует в вашем мире? Мы же говорили вам, что мы сознаем свое единство. Вы же нет. Вы поделили себя на индивидуумов и сами себя тоже. Посмотрите себя. Вы себя поделили на множество. Себя. Потом идут другие. Вы первый. Как бы вы ни говорили,
что я последний, я всех люблю. Вы всегда первый. Вы всегда первый. Просто вы обманываетесь. Обманываетесь. Вы говорите, что вы едины, но в то же время отвечаете на вопрос, что у вас тоже есть индивидуумы. Как тут? Логики, по-моему, никакой нет. Логики нету. А мы говорили вам, что вы задаете вопросы сознанием. Вот вам и логика ваша. И мы говорим вам, что нет человека. Нет. Человек ничто. Но есть человечество. Человечество, да, есть. Но нет человека. И вам это не понять логикой. Не понять того. Скажите, есть ли преимущественное направление вашей деятельности, которым вы в любом случае отдаете предпочтение? Наша задача не навредить. И если мы видим вред, мы уходим. В вашем понятии. Хорошо. Скажите, а подвержены ли вы болезням? Да. А если болеете, то как вы излечиваетесь? Если болеет один, болеют все. Но и силы всех идут на лечение. В отличие от вас, болеете вы лечитесь только сами, своими силами. В том и беда ваша. Хотя, если бы вы могли понять единство человечества и ничтожество одного, вы бы болели, от этого не уйти, но вы бы так же легко излечивались. Скажите, а есть ли у вас неизлечимые болезни? Да. Вы это называете болью. Болью сердца. Болью, которую не найдете названия. Если хотите любовь, если хотите ненависть и многое-многое то, что вы называете чувством. Но это разве болезнь? Да, это болезнь, если они голые. А есть ли у вас специальные места, где лечат ваших больных? Если мы находимся везде, можно найти отдельное место. То есть специальных стационаров или больниц у вас нет? Лечите вы, и вы приносите нам болезнь. Вашими реакциями. Когда мы приходим вам добро, и ваши реакции зло, мы болеем. И наоборот. От вас зависит, быть нам здоровыми или больными. Вспомните, в одном из контактов мы сказали, что будем наказаны. Вы помните? Да. И это получилось? И вы, конечно, не вспомните, какие были чувства у вас. Может быть, сочувствие, но мы, наверное, слишком глубоко это не восприняли. Но вы имели наказание? В вашем понятии? Да хоть В вашем понятии нет. В вашем понятии мы бессмертны, значит, и не можем болеть. Болезни наши только в нас. Скажите, а у землян, на ваш взгляд, есть неизлечимые болезни? Есть. И вы можете их назвать? Давайте скажем так. Земля больна вами. Вы главная болезнь. Но это не значит, что вы плохи, и вы должны исчезнуть. Нет. Ваша же болезнь, ваша жадность, ваша ненасытность. Вам не хватает всегда и всего. И даже затрагивая духовные, и вы хотите получить все и вся. И стать кем-то, то обязательно Богом. Быть абсолютом. Даже здесь вы пришли с жадностью. Вот болезнь ваша. Болезнь вы сами. Скажите, а как появляется болезнь у землян? Только ли от нервов, от злых чувств? Только. Только? Только. Поймите, нет наказания. Никто не наказывает вас. Ни белый, ни черный. Никто. Вы сами. Вы сами несете ответ за каждое ваше мгновение. Вы выбираете. Никто. И если говорят, дьявол искусил, разве это не ваша вина? Разве не вы позвали его?
Скажите, а болезни появляются беспричинно или все же существуют обстоятельства, вызывающие определенные болезни? Вы. Мы вам ответили только что. Ясно. Вы. То есть человек сам чаще всего повинен в своих болезнях? Не чаще, А всегда? а всегда. Но он же не хочет заболеть, допустим, смертельной болезнью, если типа рака или Да. что. Он не хочет заболеть, но он все делает для этой болезни. Возьмите хотя бы пример. Зачем вы курите? Вы знаете, что это вредно, но вы курите. А потом вы будете говорить, я болел раком, но я не хотел того. Зачем вы набиваете себя то, что вам не нужно? Хотя вы знаете, что это вредно. И придет время, когда вы будете страдать и будете говорить, за что? Хотя вы сами сделали это. Понятно. А почему существует такое великое разнообразие болезней у человека? У вас же множество. Должны же вы как-то отличаться. У вас множество поступков, множество всего. Должны же вы как-то отличаться. Или вы хотите всем одинаково? Благодетель. А что необходимо делать людям, чтобы не болеть? Что? Да. Мы вам ответили только что. Что вы должны сделать? Чистота мыслей, добрых поступках, так? Так. Но ведь бывают и очень добрые люди, почему-то умирают, как бы не раньше Очень других. добрые люди. В вашем понятии как? Как вы измерили их доброту? И вы видели, что в них? Вы видите только наружность. И не часто видите то, что скрывается за ней. Далее. Да, вы можете привести множество примеров святых, что страдали и умирали. И вы говорите, испытывает Бог. Бог виноват в вашей болезни. Его вините. Даже святые хотят обвинить Бога в болезнях, хотя приносят благодарность за них, испытания. Да, конечно. Так легче пережить болезнь, считая, что это придет выше. Бог прислал вам. А может быть, и вы? Почему вы так любите оправдывать себя? Любыми путями оправдать себя. И даже, когда вы говорите о себе, вспоминая все плохие аппетиты, вы это делаете с удовольствием для себя. Вот мол я какой честный. А скажите, на стадии серьезного заболевания, что можно предпринять человеку, чтобы все-таки излечиться? Мы ответили вам. И более не скажем. Подумайте сами. Приходили к вам. Проходили сильнейшие и говорили вам, что сделать. Вы услышали их? Вы исполняете их? Ну, может быть, обращение к Богу, если мы тут неверующие были, поможет? Если таким вы людям? больны и приходите к Богу, можете расшибить все колена и лбы и не получить. Ибо вы будете жаждать избавиться от боли. Не более того. И когда придет избавление, вы тоже забудете о Боге. Тот же. Ибо вы не поверили в Него, а просто хотели купить Его. Он же не покупается. И Он видит вас. Видит вас все. В отличие от вас, любящих наружность. Скажите, а есть ли для вас понятие смерти? Нет. Вы не умираете. А может ли человек... Давайте скажем так. Вы не умираете тоже. Смерть, уже сегодня говорилось не раз, это рождение нового. И мы говорили вам, и вы должны были помнить, это даже снято вам, Да. о смерти, о ее мгновениях и длительности и далее. Вы помните? Да, конечно. Что же тогда вы называете смертью? Ну, мы думали, что... Переход? Дверь? В иной мир вы называете смертью? Да, вот именно момент перехода. Да. Далее. Умер. И вы говорите горе, несчастье, и вы страдаете. Вы страдаете об умершем или о себе, что потеряли?
Да, скорее всего, себе, конечно. Скажите, а может ли человек изменить свою судьбу, отдалить день смерти? И каким образом это он может? Да, он может это сделать. И каким образом? Мы тоже что говорили вам об этих образах. Подумайте, мы говорили о болезни. Болезнь при вашем понятии смерть – это одно. Далее. Вы умираете по многим причинам. Одна из них – грехи ваши. Другая – когда пришло время и было понято, что вы уже не исправитесь здесь. Есть другие причины, когда вам нужно просто отдохнуть. Там. Есть причины, когда вам нужно обдумать, что делать далее. Там. Есть причины, когда вам надо перейти на новый уровень. Там. Вы поняли, сколько имеет множество понятий смерти? Лучше было спросить, какой смерти лучше умереть. Но это не дало бы вам ничего. Потому что вы не любите принимать советы. И лишь только делаете вид, что вам нравится то или это. И делаете всегда по-своему. Ибо это легче. Нет, но мы слышали вообще странную вещь, что если человек умирает от рака, то это самое страшное для человека болезнь, то это как бы благо, как бы божественная благодать для него. Это правда? Конечно. Легче обмануться. Легче приносить страдания, если есть оправдание. Нет, ну значит неправда. Поймите, все относительно. Ваш мир нереален. Все, что вы видите, реально только для вас. Если для вас счастье умереть от рака, да, для вас это будет счастье. Если для кого-то это страшно, это будет для него страх. Поймите, нельзя говорить о всех. Можно сказать только о вас, спрашивающих. Ваш мир нереален. Поймите это. Реаль – это то, что вы не видите. То, что находится внутри вас, то реаль. То, что находится вдали от вас, невидимое, это реаль. Вы же то, что видите, нереально. Посмотрите, посмотрите вокруг. И вам докажу, что это нереально. Спросите себя, что вы видите на этой картине, и спросите другого, и он увидит другое. Спросите любое, и вы не найдете одинаковых мнений. Разве это реаль? Скажите, а есть ли у вас друзья среди других мыслящих существ? Или есть ли друзья среди и соратники среди людей, человекообразных? Если мы говорили вам, что мы находимся везде, разве это не ответ? Ну, Если мы говорили вам, что мы не имеем врагов, разве это не ответ? ну да, в какой-то мере ответ. Ну, тогда не могли бы вы помочь наладить связь с более цивилизованными, человекоподобными существами? В каком понятии вы меряете цивилизованность? Каким? Ну, более высокоразвитых, чем мы, которые уже, допустим, болезни научились побеждать, тех, против которых мы бессильны. Нет тех миров, где нет болезней. Нет таких миров. И вы должны были понять из прошлых ответов. Болезни ваши – это отражение ваше. Отражение вашей души. Скажите, а знаете ли вы, что все люди очень разные по своим характерам, по развитию, по чувствам? Вы знаете это? Ну, мы-то знаем, а вы-то догадываетесь или ощущаете это как-то? Если мы находимся везде, мы слепы. Ну ладно, спасибо. А какие качества людей вам больше всего нравятся? Цените ли вы честность, смелость, умение пожертвовать собой у людей? Если мы вам скажем, что да, мы ценим честность, то мы соврем вам. Ибо вы по-разному понимаете понятие честности. По-разному понимаете, что такое любовь. Каждый из вас имеет свои взгляды на жизнь, свои взгляды на понятие честности, любви, благородности и далее. И поэтому
Мы не можем любить то, что называете вы. То, что мы любим вас, это то, что вы не имеете названия. Это то, что вы называете неожиданностью, порывом. И далее, далее. Это любим вас. Говорите, что у вас нет врагов. Но если наши эмоции приносят вам боль, болезнь, то почему вы не считаете нас врагами? Вы здесь увидели противоречие? Да. В чем? А вот теперь смотрите, что То, вы что сказали мы- сейчас. Если вы видите в том противоречии, вы уже говорите о том, что вы имеете врагов. Тогда почему же, когда болен ваш друг, вы называете его врагом, он же приносит вам несчастье. Он приносит вам множество Нет, неудобств. я говорю не Он об этом. враг? Я не говорю Далее, не об этом. какой вопрос вы задали? Поймите, вы ведете записи, вы ведете технический способ. И поэтому вы можете отвечать вот только на то, что задали вы. Сознанием вашим, языком вашим. И то, что может воспроизвести ваша техника. Если же мы будем отвечать вам на то, что вы подумали, многие ли поймут? Я вам задал вопрос, то что если мы вам приносим боль, почему вы нас не относите к отрицательным своим воздействием на вас? А вы подумайте, какой страшный вопрос задали вы. Кто тогда вы? Если все отрицательное, что приносит вам боль, вы считаете врагом? Ну, Ответьте мне на этот есть вопрос. справедливость. Вы считаете врагом все, что приносит вам отрицательное? Нет, не Нет. все. А почему же тогда вы нас спрашиваете? Ну, вы не ответили все-таки. Мы не ответили вам? Вы подумайте. Далее. Пришел к вам Христос. Сколько боли причинили вы ему? Что, он считает вас врагами? Что вы задали? Посмотрите на себя, и что заставило вас задать. И дай Бог в вашем понятии, если это задал всего лишь ваше сознание. Хорошо, будем так считать. Ну, тогда повторите все-таки, какие качества личности наиболее ценятся и предпочтительны у вас? Мы ответили вам. Ну, неожиданные Это порывы. вдохновение. Вдохновение. Если хотите, талант. Все, что вы говорите от Бога. Можете ли вы иногда поступать вопреки разуму, поддаваясь чувствам? В вашем понятии? Нет. То есть вы только руководствуетесь рассудком? Нет. В вашем понятии у нас нет разума, у нас нет чувств. Ибо они соединены столь крепко, что не имеют разделения. И что мы хотим сделать от вас? Скажите, вот есть такая версия, что болезни у людей – это живые существа. Она верна? Отчасти да. А можно ли с ними, с этими болезнями, войти в контакт? Можно ли их изгнать, попросить уйти? А вы подумайте, кто вы? Если хотите, вы колония множества живых существ. Клеток, микробов и далее, и далее. Вы согласны? Так, согласен. Но мы можем... Если душа ваша хозяин над телом вашим, хозяин может избавиться от неугодного слуги и может нанять другого. Вы поняли ответ? Ну, поняли. То есть мы можем болезнь уговорить уйти. Так? Уговорить? Ну да, ну или так приказать. Мы уж не знаем, как себя с ней вести. Можете, но можете это сделать духовно. Да, вы это можете сделать. Но, к сожалению, вы ищете избавление от болезни сознанием. То есть тело хочет вылечить себя, не призывая на помощь душу. И когда душа приносит вам совет, столь необычный для тела, то вы говорите «упомрачение». И боитесь исполнить то. И потому и болеете, что вы не исполняли то, что было нужно вам. А И когда к вам приходят и говорят, есть способ излечиться так и так, а вы говорите, да я знаю его уже давно, и потому ему не доверяете.
То есть надо слушать душу, стараться, когда слишком сильно болен, да? Ну, если мы говорили вам, и когда же вы говорили нам, что духовные болезни, так лечить это душу. Ладно. А скажите, вам известна болезнь такая, как рак у людей? Да. Чем она вызывается? Чем? Да. Само название ваше уже говорит об этом. Нет, она не похожа на существо рак. Ракообразное. Или... А мы не говорили о раке. Вы измените слово. И как она звучала рок. по-иному. Рок, да? Да. Это уже вы перевели. Понятно. А это вызвано неправедным образом жизни или самой судьбой человека? Если мы говорили вам, что вы хозяин, и что все, что бы ни случалось с вами, виноваты вы, причем здесь судьба? Судьба. Это всего лишь ваша подруга. Любые ее удары направлены вами. И если вы любите судьбу свою, она ответит вам любовью. Если вы ненавидите ее, получите ненависть. И все, что било вас, нанесено вами же, вашими же руками, вашими же мыслями. Вот, наверное, поэтому есть народности, где вообще не болеют раком, то есть роком. Есть такие? Называйте раком, вам это будет привычно. Угу. То есть такие народности есть, они как-то сумели душой жить, сохраняя здоровье. Поймите, вам трудно разделить духовное и физическое. Вам трудно, ибо вы не видите здесь границ и не видите. Да. Поймите, многие болезни в вашем понятии можно назвать, что они биологические. Если вы влили себе в яд, это же не значит, в вашем понятии, что вы духовно заболели. Нет, это сильно отравило вас. Но только вы не можете соединить одно «но». Что заставило вас влить этот яд? Что? Да, мы не сможем ответить. Скажите, одна исследовательница аномальных явлений заявила, что она мечтала бы умереть от рака. В чем она права или не права? Мы вам отвечали. Мы вам отвечали. Если вы живете в реальном мире, то все ваши мечты – это только ваши. Ваше видение только ваше. И если ваше счастье в том, чтобы умереть от рака, и когда вы умрете от него, вы будете счастливы, и вы будете правы в этом, ибо это ваше счастье. Но для другого нет. Если он, конечно, не хочет того же. Скажите, вот очень важный вопрос для одного человека. Можете ли вы помочь излечить больного и при каких условиях? Если это будет единичный случай, или для демонстрации ваших возможностей, или если это будет сугубо секретом между нами. Можете так помочь излечить? Зачем нам демонстрировать себя? Мы, наоборот, приходим и будем создавать вам много сомнений, если мы вообще. Ибо это заставит вас думать. Поймите, если вы будете уверены, что мы существуем, и будете знать от и до, кто мы, то вы воспримете все наши ответы или за правду, или за ложь. И не будете же думать о них. Даже если это истина, вы будете говорить, я знаю то, и не более. Но одним словом, вы не... И тогда мы потеряем смысл. Смысл. И вы все, что приобрели, потеряете. И потому мы когда-нибудь придем и посеем вам столь сильные сомнения, что вы откажетесь от нас. Или нет. Все будет зависеть от вас. Придет время, когда вы будете осмеяны, и тогда вы должны будете пройти испытание, остаться при своем или пойти
куда идут все. Пойти со всеми, лишь бы не отстать и не быть осмеянным. Придет время, когда ваши понятия будут осмеяны, ваши взгляды будут оплеваны, и вы будете найти силы или отказаться от них, или поднять их. А кем оплеваны? Нашим обществом, человечеством, нашим окружением? Да. Вы это... Вы понимаете это буквально. Почему вы понимаете все буквально? Не буквально, но мы понимаем метафора. Но Разве нет? Разве сейчас не плюют в вас? не так уж сильно. В принципе, мы привыкли к скептицизму, чем мы занимаемся. Но, мне кажется, люди сейчас более привыкают к аномальным явлениям и к необычным таким проявлениям. И вряд ли будут гонения в ближайшие годы. А вы говорите... говорили вам о вашей реакции, о добре и зле. Вы должны помнить. Придет время, когда вы примете нас за зло. Ибо мы будем вынуждены дать вам испытание. Испытание вашей твердости. И придет время, когда вы примете нас за зло или за добро. Это должны будете решить вы. Когда мы придем к вашим понятиям жестокости и поможем осмеять и оплевать вас. И вы должны будете разобраться, добро ли это было или зло. А кому вы поможете оплевать и осмеяться? Нашим оппонентам. Только-то я говорю, кому? Оппонентам все-таки, да? То есть вы нас попробуете так экзаменовать? Все ваши экзамены, поймите это. И многое зло вы принимаете за добро. И также добро принимаете за зло. А можно сказать проще, и было бы точнее для вас. Нет зла, есть только добро. И добро вы принимаете за зло или все-таки за добро. Приходит время, когда бьют вас. И вы говорите, это зло. Да, это будет зло. Если вы будете говорить, что это зло, и не увидите в том урока. Но если будете биты, не восприняте добром, новым уроком, испытанием, то это останется вам добро и не приведет зла. Вот вам одна из заповедей о щеках. Скажите, пожалуйста, но все-таки вы не беретесь излечить одного серьезно больного человека? Мы же говорили вам. Мы говорили вам о вашей физике, о нашей незаинтересованности и о том, что вы подразумеваете под добром и злом. Что? Болезнь – это зло или добро? Как вы воспримете это? Зло, конечно, для родственников и для того человека. Да. Были множество, что были прикованы к постелям болезнями. Ими были написаны множество произведений. И они считали болезнь злом. И даже были рады болезни той, возможности времени. Было множество тех, кто прозябали в нищете, но создавали великое. И сколько множе использовало нищету, то обогащались. Скажите, а известно ли вам искусство врачевания филиппинских хиллеров? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Известно ли вам искусство филиппинских хиллеров? И да, и нет. Ибо мы поддерживаем. Но многие специалисты относятся к хиллерам как к шарлатанам или фокусникам. А на самом деле? Они не шарлатаны, но мы не поддерживаем. Так, понятно. А действительно, что они могут вторгаться в человеческое тело, не разрушая кожные покровы? В этом нет ничего необычного. Мы говорили о вас, как о множестве колоний. Вы колония.
множество живых веществ. И вы сами говорили, можем ли мы уговорить болезнь отойти. Если вы можете уговорить болезнь отойти, почему бы вам не уговорить? Тело раскрыться, да? Спрашивайте. А каким образом они все-таки это делают? Вы не можете сказать? Если мы вам скажем, вы начнете это делать, то нет. Они не говорят того, почему должны быть делать это мы. Почему мы должны быть предателями? Почему мы должны быть раскрывателями чужих тайн? Хорошо, вы справедливы. Тогда на самом деле они способны удалять раковые опухоли, как Да, они говорят. могут. А может это лишь... Они могут избавить вас лишь только от болезни. А от самих корней нет. То есть это временное избавление? Почему же? Все зависит от времени. Вы можете просто не вырастить новую болезнь, не успеть, и вы умрете. И тогда можно будет смело сказать, что врачеватель добился и вылечил вас полностью от той болезни. Или благодаря тому, что не хватило времени вырасти новой. Но вы забываете и другое. Если к вам приходит излечивать одну болезнь, вы получите другую, не лучше и не хуже той. Мгм. А скажите, перспективны ли исследования и методики хиллеров для лечения людей? Да. Вы должны помогать друг другу. И хотя вы это делаете неправильно, все-таки иногда вы это делаете с чистой душой. И когда приходит к вам врач и лечит вас, он должен делать это. Должен. Даже если это он делает чисто физически, он должен все равно делать то. Ибо это тоже урок для него и для вас. Хорошо. И каждое ваше мгновение – это урок. Урок. Школа. И пока вы не поймете того, вы будете совершать множество ошибок. Вы будете повторять множество уроков. Множество, пока не поймете и не исправитесь. И нам трудно объяснить вам. И вы будете говорить, что мы не ответили вам. Но как мы можем ответить то, что вы не можете понять? Что не может понять ваше сознание, но прекрасно видит ваша душа. Но ваше сознание столь могучее, столь сильное, что закрыло душу. И душа-то воспринят лишь только тогда, когда в вашем понятии придет смерть. Когда ваше сознание умрет, ваше сознание умирает. Ибо ваше создание – физика, химия. Ваша память – химия. Все ваши чувства – это реакции души. Реакции души. И если от страха у вас адреналин, это не значит, что адреналин порождает страх. Нет. Это реакция души порождает адреналин, и тело отзывается страхом. Далее. Далее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Спрашивайте. Скажите, а могут ли другие люди, не филиппинцы, овладеть искусством хиллеров? Это можете сделать даже вы. А что мешает? Что? Да. Ваше сознание. То есть неверие. Неверие. Да. Это первое. Если вы уверите, что это вы можете сделать, тогда найдутся другие причины. Но они уже будут более преодолимы. Но если вы будете говорить я верю, это не значит, что вы стали верить. Подсознание пытается обманываться. Ибо у вас есть, и вы называете это инстинктом, хотя вы не правы. Истинные инстинкты, что даны природой, не вредят вам. В том теория ваша неверна. Вы же называете инстинктами то, что приобрели сами. И у вас есть страх. Страх неизведанного.
И как бы вы ни говорили, что я не боюсь, страх остается. Остается в вас. Он может прийти в сомнение. И чаще этот страх есть просто сомнение. Вы называете другим именем. Мы когда-то говорили вам, что самое страшное в вас, самое сильное в вас – это страх. От страха рождены все ваши чувства остальные. От страха. И даже любовь замешана страхом. Любовь чиста, да. Но чаще, к сожалению, любовь ваша есть составляющая страха. Страх порождает эгоизм. Любя, вы порождаете ревность. Вы поняли цель? Угу. Понятно. Скажите, проводите... Рождая ревность, Так. вы рождаете ненависть. И вы начинаете ненавидеть. И даже любящее существо, которого вы ревнуете, вы начинаете ненавидеть. За тот страх, который оно принесло вам. Ибо вы обвиняете любимого в том, что вы ревнивы. Так легче. Легче оправдать себя, обвинить другого. Но это столь тонко, что вы не можете найти звенья той цепи. Спрашивайте. Скажите, вот вернемся к хиллерам. Правы ли те, кто обвиняет хиллеров в колдовстве, в пагубных для людей методах лечения? Простите, вы все разные. Есть и доброе, и злое. Но если видите только злое, что ж, и здесь вы правы. Ибо вы видели только злое, но не видели добра. Если кто-то придет и скажет, что видел только добро, но не видел зла, он тоже прав. Ибо он видел добро, но не видел зла. Как вам объяснить то? Вы не можете понять сознание. Это противоречие. Лишь только душа знает ответ. Скажите, а действительно ли излечиваются больные после операции хиллеров? Может, они вскоре умирают, а мы просто не знаем об этом, ведь в фильмах об этом не показывалось? Нет. Вы можете излечивать и себя, и других. Это может сделать любой. И каждый из вас уже лечил. Вспомните себя. Не воспримите буквально. Приходило время, когда вы были в ссорах. Вы помните? Да. А разве хороший совет не лечение? Вы лечили малым. Лечили малым в вашем понятии. Ибо вы не могли проникнуть внутрь и избавить от болезни. А мы скажем вам, что вы лечили больше, гораздо больше, чем умение быть хирургом без ножа. Скажите, у хиллеров часто бывают неудачи? Они есть у всех. Ошибки – это ваше несчастье и счастье. И здесь противоречие. Вот, ни разу мы не задавали такой вопрос. Ощущаете ли вы вкус или запах? Когда мы приходим в вашем понятии переводчик, все, что ощущает переводчик, ощущаем и мы. Ибо мы видим его реакцию. И потом мы можем сказать, что мы чувствуем вкус, чувствуем боль и далее, и далее. И мы можем помочь ему избавиться от того. Вспомните, вы тоже лечите гипнозом. Вы согласны? Ну, лично я-то Ваше нет. понятие, что такое лечение гипнозом? Убежден. Самое простое объяснение – это поверить, что вы не больны. В сознании вы не можете этого сделать, ибо у вас есть страх и неверие, сомнение. И потому вы не можете себе доказать, что вы здоровы. Если же вас вести бессознательно, заметьте, бессознательно, не имея сознания, вам легко внушить, что вы здоровы. Ибо душа не будет закрыта сознанием, хотя еще закрыта плоть. И чем глубже в вашем понятии вы сумели войти в тело,
тем ближе вы к душе. И тем больше эффект от лечения. Тем больше вы будете здоровы. И если вы выйдете из этого состояния, скажете сознанию, что вы все же больны, вы тут же заболеете. То есть, То чаще и приходит. Вспомните сны ваши. Когда вы больны, во снах вы здоровы. Вы здоровы во снах. И там вы излечились. И если бы вы проснулись и сказали бы, я здоров, сознанием, вы бы уже не болели. Но вы встаете и вспоминаете, что вы больны. Сон – это гипноз. Это тот же гипноз. И он имеет один же корень и то же название. Вы согласны? да, Вот и подумайте. Лечение гипноза и лечение себя во сне. Вы когда-нибудь видели себя во сне больным? Вы скажете «да». Видели. Было и будет. Но когда вы встаете, вы же не чувствуете той болезни. Вы скажете противоречие тому, что мы сказали. Да? Нет. Ибо мы говорили вам, что многие болезни – это уроки. Если вы видите во сне, что вы больны, значит, вы проходите еще одну ступень. И просыпаясь, успешно пройдя ее, вы никогда не будете болеть той болезнью, что и болели во сне. Вы поняли, что длинный монолог? ну, в общих чертах и при прослушивании, конечно, больше обрати внимание. Но вот смертельно больному человеку вы посоветуете как раз так, самовнушением побороться за свою жизнь? Если мы вам скажем «обратитесь к Богу», это такая битая фраза, что вряд ли вы поверите в нее. Ну, может быть, так и посоветовать? Действительно обратиться к Богу. И с большими молитвами, с большим желанием вылиться, может быть, и поможет это? Прежде этот человек должен хотеть жить. Жить. И не сознание. Ибо сознание здесь бессильно что-либо сделать. Сознанию вы скажете, да, я хочу жить. Конечно, никто не хочет из вас умирать и мучиться. Он должен хотеть жить духовно. В этой жизни. В этой. Но почему вы так цепляетесь? Почему вы боитесь потерять? Почему вы боитесь уйти и страшитесь смерти? Если вы же говорите смерть, это параллельный мир, это шаг в новое, это новые ступени, много-много, и в то же время вы боитесь. Нет, для многих это все-таки... Ну и не подумайте, что мы говорим вам, бросьте и идите умирать. Нет. Если вы это сделаете сознанием, не душой. И потому вы говорите о самоубийстве как о плохом. И даже хороните отдельно. Ибо убивало сознание, но не душа. И когда вам говорят его душа, Раз. она мне, если у нее нет души. Я ее любил. А зачем? Какую куклу? Переводчик что-то вспоминает из своей прошлой жизни? А в каком ключе вы говорите? Мы вам вначале ключи о названии, о словах. Вот и ключ. Хорошо. Мы продолжаем вопросы. Каким образом вы перемещаетесь в пространстве? Зачем нам делать то, если мы находимся везде? Ну, а если вам надо на другой край Вселенной попасть? Вы не можете понять. Единое и существующее везде и в то же время индивидуум. Каждый из нас
индивидуум. Вы должны были бы заметить, что иногда мы говорим «я», иногда говорим «мы». Да. Вы помните? Помню. Для нас это не имеет значения. Это только для вас. Ибо один или множество нас – это едино. И нам трудно объяснить, что такое индивидуум, который находится везде или нигде. И что ему не нужно перемещаться, потому что он находится везде или нигде. Противоречие. Понятно. Ему не нужна память, ибо он видит. А если он видит, то зачем ему помнить, если он может увидеть любое мгновение? Ибо мы не знаем понятия времени, и мы говорили вам. Память нужна лишь только тем, кто не властвует временем, и для них существует понятие прошлое и будущее. Мы не обладаем этим, не обладаем. И когда-то этим будете не обладать и вы. Для вас это будет сперва большая потеря, когда вы потеряете чувство времени. А бывает, вы теряете. Даже по вашей жизни бывает, когда вы теряете мгновение и даже более время. И вы пугаетесь этого. Понятно. И придет время, когда вы потеряете многое. Если вы потеряете это сейчас, неожиданно, неподготовленным сознанием, вы испугаетесь. И в вашем понятии это будет смерть. Смерть в никуда. Ибо вы не будете знать пространство. Ибо вы не будете существовать понятие сознания. Вы поняли, почему вы должны утончаться в вашем понятии? Хотя это очень грубая аналогия утончения. Но вам легче понимать так. Пусть будет утончение. Пошли далее. Так, а как вам представляется информационное поле Земли? Вы пользуетесь им? Мы живем в нем, в ваших понятиях. Далее. Что вы подразумеваете информационным полем? Знаете ли вы, что даже атом и более-менее есть частицей того поля? Вы говорите как об отдельном. Вы частица того поля. Частица. И глядя на вас, я могу прочитать все поле. Все и вся. Или глядя на любую точку, вы говорите лептон. Вы можете прочитать все и вся. И там уже нет понятий. Уже там нет понятия прошлого и будущего. Скажите, а вот могут ли пользоваться этим полем земляне, или это все в некоем будущем? И пользуются ли они должным образом? Вы все пользуетесь. Вы пользуетесь всем, что здесь есть. Но не ведаете тем. Не ведаете. Вы пользуетесь функционным полем, но подрывая того. Вы подумайте логически, вы поймете, что да, вы им пользуетесь. Даже чувства ваши основаны во многом на этих полях. Подумайте, вы увидели впервые человека, и вы уже чувствуете к нему приязнь или наоборот. Вы согласны? Да, это знакомо нам. И при этом вы удивляетесь, но почему, если наружу он красив, или наоборот. И вы не можете понять причину. А причина проста. Вы сумели прочитать. Прочитать не сознанием. Ибо сознание не пользуется тем полем, в вашем понятии. Хотя сознание прекрасно владеет и им, но лишь малым. 1, 2, 3. Прошли. Скажите, использование информационного поля Земли повысит способности и общий потенциал человеческой цивилизации или нет? Да. Хорошо. Есть два варианта. Так. Или поднимет, или опустит. Мы говорили вам о преступниках. Вы помните? Ага, да. И мы сегодня говорили вам, что всегда будут существовать болезни. И нет миров, где их нет. И вы помните? Значит, есть преступники. И разница лишь только в том, о могуществе их. Когда-то было достаточно ножа,
чтобы убить. Сейчас вы можете убить преступника и убить себя или кого-то иного, даже не видя его. Раньше вы могли убить только одного, сейчас вы можете убить множество, тысячи. Придет время, когда вы будете обладать огромными энергиями, и будете убивать уже более. Далее, почему вы говорите, обладая большей энергией, и вы говорите, что это больше святость? Тогда почему же вы не вспомните? А почему Андрей? Он обладает большей игрой. Один. Скажите, видите ли вы ауру Земли и какого она цвета, если видите? Цвета? Да. Если мы вам скажем, что аура ваша темна, что даст это вам? Ну, аура Земли темна, да? Вы считаете идеальный цвет белый цвет, ибо он содержит все. Здесь вы правы. Земля ваша когда-то была бела, пока не пришел на нее человек. Придя, человек принес тучи. Эти тучи растут более и более. И страшно было бы, если бы ваша аура в вашем понятии была черна. Но этого не будет. Не будет. Ибо есть силы изни и в вас, которые не дадут уничтожиться вам. Это один из инстинктов природы, истинных инстинктов, а не тех, что называете вы. Инстинкт, когда уже упав столь глубоко, вы уже не упадете глубже, ибо испугаетесь сами и будете подниматься. Ибо сам дьявол придет и скажет: отвергните меня. Скажите, а как вы взаимодействуете с астральным планом Земли? Это физика ваша. И мы также ведем разговоры в вашем понятии контакта и с ним. Для вас есть в этом мире интересные цивилизации или просто партнеры интересные? Мы говорили вам, что у нас нет врагов. А значит, все является нашим партнером, если мы находимся везде и вся. Каких, может быть, речи? Один, два. Что из этого, что наговоришь? 1, 2. Скажите, поддерживаете ли вы контакты с Шамбалой? Это астральный мир или энергетический? Его назвать нельзя ни тем, ни другим. Это иной мир. И вы для упрощения называете его своими именами. Но это другой мир. Мир, в который вы должны прийти. Мир, который вы называете мечтой. Но чаще вы удаляетесь от того мира. Даже тем, что вы находите название, эпитеты и далее. И когда вы придете в мир тот, вы будете удивлены. Удивлены тем, что не соответствует мерам вашим. Ибо вы уже представляете, какова она. И будете разочарованы. И для каждого это разочарование принесет или горе, или счастье, смотря на что он рассчитывал. Скажите, а какова структура вашей цивилизации? В вашем понятии у нас нет цивилизации, ибо цивилизация в вашем понятии – это структура обществ, рас, стран, народа. А вы кому-нибудь подчиняетесь? Нет. В вашем понятии – да. Ибо вы тоже подчинены. Но вы не знаете, кому. Мы же говорим вам душа. Вы говорите Богу. Хотя вы стараетесь не слушаться его. И вы имеете двух глав – Бог и Анти.
Мы же, говоря вашим языком, похожи на вас. Мы тоже ищем. Мы не абсолют. Поймите. Далее, если придут к вам и скажут, мы есть абсолют, и будем говорить с вами, не верьте тому. Не верьте. Ибо вы сознанием не можете услышать его. Не можете. Чем могуче, чем сильнее сознание, чем больше сознание боится, и тем больше преград. И потому вам легче вести контакты с низшими, ибо они могут быть ниже сознания или намного выше его. И лишь немногие могут, в вашем понятии, вести контакт с душой. И тогда будут приходить высшие, действительно высшие силы. Но они подчинены тоже. Все подчинено. Все имеет. 1, 2, 5. Скажите, значит, получается, у вас нет отчетности перед высшими инстанциями за качество, допустим, наших контактов с вами? Почему же? Разве мы говорили того? Мы же говорили вам, что мы приносим наказание. И уже получали. Вспомните. Да-да. Вы наказываете нас. Вы наши повелители. Ибо мы приходим к вам, когда вы просите. И не можем прийти ранее. Потому что вы просите все-таки чаще сознания. И в то же время мы скажем вам. Да, вы спрашиваете сознание. Вы же ищете ответа сознания. И все же душа зовет. Душа жаждет. И потому мы приходим и говорим вам. И хотя мы говорим сознанию вашему, душа слышит нас. Ибо душа звала все же. Душа. Лишь сознание только приобрело зов физическое. Спрашиваю. Скажите, а есть научный интерес у вас к нашим вот этим контактам? Поймите, мы говорили вам, что вы и учителя наши, и ученики наши. Мы учимся вести их и разговаривать с вами. Вспомните первые и вспомните сейчас. Далее, вы ученики, и вы спрашиваете, и мы отвечаем. Вы экзаменаторы, ибо по вашим реакциям смотрим, что сделали мы. И мы Скажите, а как у вас осуществляется связь с глобальным высшим разумом? Вы опять говорите о высшем и низшем. Опять? Вот вам. И наша неудача. И ваша непонятость. Мы говорили вам, что мы не делим на высшие и низшие. И что у вас есть высшие. Ну подумайте сами, даже логики, сознанию вашему. Если вы созданы по подобию Богу, что же, Бог низок? Значит, есть у вас высшие. Мы не верим в это. Значит, есть у вас высшие. То высшие. Что выше уже нет. Но у вас есть и низшие. И низшему легче. Гораздо легче, чем выше. Ибо выше не может применить насилие. И потому Бог не придет к вам незваным. Ибо вы испугаетесь, и тогда, получается, Он принес вам насилие. Он не будет принуждать вас к вере в себе. Вспомните, разве Христос требовал с вас веры в Него? Нет, Он только просил. Ибо тогда Он бы ничем не отличался от вас, жаждущий славы и почета. Он пришел и учил вас. И мы хотим быть подобны Ему. И вы хотите быть подобны Ему. В том наше высшее. В том, что мы хотим быть истинно подобны Богу. Но это плохо, что у нас, у землян, нет авторитетов, даже в лице Бога или высшего разума. Мы как-то отрицаем их.
Что говорите вы? Что говорите вы? Если в вашем понятии высшее, это Бог, и он все-таки занимается вами. Абсолютное зло и тоже занимается вами. Как же вы тогда говорите о невнимании? Если высшие занимаются вами. Скажите, мы готовы сейчас прекратить контакт. Как вы считаете? А то, что вы спрашиваете душой, не отвечаем. Мы не смотрим на ваши желания, отчеты. Мы смотрим на то, что имеете вы внутри. Мы не смотрим на вашу внешнюю красоту. Мы смотрим то, что вы имеете внутри. И тем отвечаем. Хорошо. А почему вы именно переводчика выбрали? У вас были какие-то основания выбрать именно этого переводчика? Мы выбирали. А почему не выбрали вы себя? Ложитесь и сумеете. Но мы пробовали, и у нас не получалось. В том беда наша. Мы можем прийти к вам насильно. А что это даст вам? Это Что? Представьте, что сделает ваше сознание. И где вы тогда будете? А многие делают так. Идет серия контактов, и где контактер. Что происходит с ним? Либо идет насилие. Скажите, вот после показа по центрального телевидения нашего контакта, не могут ли многие желающие повторить их, и не будет ли это вредом для человека? Мы говорили вам. Все зависит от того, к чему пришли. Вы говорили это. Мы говорили вам, что мы всего лишь сила в вашем понятии. Сила. А разум ваш. Ваше сознание. И мы говорили вам, что ваши вопросы и ваши же ответы. Вспомните, сложите все. Если вы хотите зла, будет зло. Хотите добра, будет вам добро. Вы можете задать любой вопрос. Если рассуждать логически, мы должны ответить на любой. Если вы спросите оружие, мы должны ответить об оружии. Если вы спросите, как спасти человека, мы должны ответить. Если вы спросите, как убить его, мы должны ответить. Но вы, рассуждая вашим сознанием. Вы не всегда отвечаете. Но мы же говорили вам, что мы все-таки слушаем душу вашу. И поэтому даете такие абстрактные ответы? Абстрактность – это ваше счастье. Если бы вы получили все готовое, что бы делали вы? Что бы вы тогда делали? Вы бы умерли. Если бы вы не боролись, что было бы с вами? И что в вашем понятии абстрактность? Абстрактность – это то, что не может понять логика. Тогда любое искусство абстрактно. Ибо логика не может понять. И говорит вашими словами, согласны, что колебания